И я сегодня сразу с вебкой начну, пожалуй. Вот, стрим пошел. Отлично, сейчас скажите просто, как, как обычно, как меня слышно. И вот это все. Сейчас первые одобрительные сообщения пойдут, и после этого начнем. Я пока запущусь тут. Давайте пишите, что там. О, привет, Вадос. Давай, скажи, как чё, и я все уберу. Рад видеть. А я очень рад запустить сегодня стрим. Так, ну, вроде... Ты просто скажи, нормально меня слышно или нет. И после этого я уже успокоюсь. Так, сейчас тут настройки немножко подкручу. Кстати, надо же еще чатик вывести. Сейчас все будет. Так, вот так. Так. Все супер, отлично. Значит, задержка гигантская. Короче, где тут OBS? Бзжу. Как дела? Все супер. Звук как нужно, это отлично. Так. Конечно же, обновился Blender. Конечно же, у него есть совершенно тупая особенность, что как только его запускаешь после обновления, у тебя половину аддонов не работает. Просто по непонятной причине. А потом, через несколько перезапусков... Я его запустил вообще, нет? Не запустил. Через несколько перезапусков, ничего особенно не делая для этого, они начинают сами по себе работать. Это просто шикарная особенность. Так, ну у нас, значит, как все понимают, пятый Unreal вышел. Я так хотел прям в самый день того, как его заанонсили. Хотел прям тогда сделать стрим, но, к сожалению, я был... Антон, привет. Я тоже очень вас рад видеть. Я был в очень фиговом состоянии, короче, и приболел, и в итоге не смог, короче, вовремя все это сделать. Но, с одной стороны, это хорошо, потому что я когда... Собственно, он запустился уже, по-моему, что я жду. Да. С одной стороны, я... У меня еще остался кашель. Когда я его запустил, все, сцена конвертнулась. Короче, все открылось. Я такой, вау, какой свет крутой. Ничего при этом не делая особенно. Так, что-то у меня перестали работать хатки опять. Вот, что в Unreal вечно, это то, что перестают тоже хатки работать иногда. Detail Lighting. Lighting only. Короче, он запустился нормально, сконвертил все. Все, значит, я в таком восторге, думаю, о, классно. Потом смотрю, такой присматриваюсь, что-то с рефлекшенами не то. Дай-ка я сбилжу. Начинаю билдить рефлекшены. Они очень долго билдятся. И потом вроде как сбилдились, я нажимаю play. И нажимаю play, и у меня для игр, там для каких-то, для супер старых вообще на ютубе там какие-то видосы, типа как чинить, там какая-то дичь. В итоге нужно было просто обновить Visual Studio, вот эту вот.
Вот, инсталлер качаете, обновляете, если у кого-то вдруг похожая ошибка будет. Короче, это помогает. Каким образом, понятия не имею, не спрашивайте. Но, короче, мне пришлось в итоге удалить проект, конвертнуть его заново. Благо, я там не так много сделал. Вот. Поэтому у меня сейчас два проекта. Один в 4.26, а второй, собственно, в 5.0. Вот. Я болел, да. Я поболел и перестал. Вот. Короче, последние несколько дней я сидел, значит... Естественно, я ничего не делал, ну, практически ничего не делал в промежутках того, как болел, отсутствовал. Вот. И... по мелочи буквально. Я сейчас сегодня расскажу, покажу, что я сделал. Что я на самом деле уже сейчас... ну, пещера была вот, я не помню последний раз. Если вы вдруг не видели, появилась пещера. Вот. Пока что это просто... ну, по-моему, я показывал все-таки. Короче. Это просто, чтобы что-то было. Там ничего супер такого не планируется. Может быть, я еще поставлю пару каких-то балок. Таких вот. Может быть, я сделаю чуть побольше. Но это как бы вообще не важная часть. И посмотрим на нее потом. Короче, когда я все это конвертнул и настраивал... поднастраивал, точнее, свет, проблема оказалась в том, что как только ты вылетаешь на открытое пространство снаружи, но у меня сейчас здесь Directional вырублен, кстати, по-моему, да. Сейчас. Вот, короче, тут выглядит все зашибись. Просто ничего там двигать, трогать не надо, оно все классно работает. Вот, даже... атмосферу, по-моему, я никак не трогал. Вот, как только залетаешь внутрь, естественно, куда солнечный свет не попадает, тут начинаются проблемы. Вот, ну видно, да, что Directional никак вообще. Вот я его включаю, выключаю. Это значит, я хорошо дырки заделал. Вот. Тут начинаются проблемы с тем, что, во-первых, очень темно становится. Вот. И какие-то непонятные проблемы появлялись с материалами. Вот. Это тоже какая-то необъяснимая штука была. После вторичной конвертации проекта она сама ушла по себе. Вот. Были какие-то жуткие черные пятна. Вот. Но потом удалось как-то от этого избавиться. Вот. Может быть, когда включаешь этот distance филды, вот, может быть, при их конвертации что-то произошло не то. Вот, ну, короче, благо сейчас это починилось. В итоге, что добавилось? Сегодня будем продолжать делать ткань, вот эту сверху. Вот, чуть-чуть ее покрасим в пейнтере. Вот, и я, собственно, сделал... По-моему, я про это рассказывал уже, там два цвета у меня смешиваются. И сейчас я еще добавил потеки, короче, такие вот. Вот, тут они, конечно, не супер заметны, вот, но, например... Да и, собственно, и на потолке-то они не очень заметны. Тут надо будет, если вот так вот только смотреть и знать, где они находятся. По второму UV-каналу, короче, эту штуку закинул. Вот, и сегодня тоже про это расскажу, если вдруг кому-то интересно будет, как вообще с этим работать. Ничего сложного нету. Вот. И, соответственно, для этого пришлось немножко поменять шейдер. Чего я вообще на самом деле как-то не хотелось касаться. Вот, но шейдер примерно выглядит вот так. Точнее, результат его. А сам шейдер я немножечко усложнил. Но буквально немножечко. Виталик, привет. Так. На самом деле, в последнее время вообще что-то особо не хочется трогать шейдера, потому что на работе я сейчас вообще не касаюсь этого. Вот.
тут что-то копаться в нодах. Вот это вот меня прям в какую-то депрессию вгоняет. Вот эти все. Раньше, кстати, было норм. Вот, а сейчас меня прям вгоняет в депрессию соединение, но там что-то думать, как оно между собой там блендится, что из чего вычитается. Что-то как-то пока не прет меня эта штука. Ну так вот, ладно. Как я сделал потеки? Совершенно просто. У нас есть... Ну, кстати, вот на этом понтоне здесь хорошо видно, я их более-менее нормально размапил. Короче, есть у нас вот такая карта Dirt. Она собирается супер просто в фотошопе. 1 на 1К. Думаю, больше смысла ее нет делать. Это пока что из-за света, из-за того, что у нас так темно, ее практически не видно. Может быть, пару мест будет, где, когда я релайтну, потом будет норм. Короче, вот, собирается в фотошопе несколько потеков. Один вариант, второй вариант чуть ниже, чтобы какое-то разнообразие было. Вот, закидывается маской. И потом эта маска, во-первых, идет в диффуз. Тут смешивается с дёртом. Вот. Идет вот таким образом. Значит, у меня, кроме того, что ну, два цвета смешиваются, да? По маске тоже. Она потом смешивается еще и вот с этим дёртом. Вот. Но прикол того, что он идет... Этот дёрт, он идет из второго UV-канала. Вот. По альфе он здесь собирается. Здесь мы наруливаем цвет. Естественно, это все в параметр выведено. И уходит потом в base color. Вот. Собственно, чтобы это работало по второму UV-каналу, здесь нужно в текстурных координатах выставить просто тот канал, в котором у вас этот маппинг находится. Вот. Я сейчас буквально покажу. Я не знаю, где в майке показывать в блендере. Давайте в блендере покажем. Платформа, entrance. Вот так вот. А это я не то открыл. Это, наверное. Ну, кстати, здесь-то, по-моему... Здесь-то, по-моему, не сделано еще. Так, одну секунду. Я должен произвести классический маркетинговый звук. Который у вас, скорее всего, порежется фильтрацией. Кстати, дебильная особенность. Когда пьешь после болезни газировку, она как будто прожигает тебе горло все. И это очень неприятно. Я получаю меньше удовольствия от того, что пью Кока-Колу. Так, ладно, давайте соберемся. Значит, что? Вот эта штука, она называется Сэм Понтон. Лежит она в Понтон. Так, не в платформу, а в Понтон. Вот здесь. А вот какая, значит, история получается. Если хотите, в майке потом еще покажу, если кому блендер неприятен, кто видеть его не может. Короче, у нас здесь два UV-канала. Давайте я, наверное, вот так вот его буду показывать. Так, view. Repeat image. Значит, вот что получается. Так, UV map. Значит, в первом UV канале у нас обычный маппинг идет, который маппится у нас на
вот эту текстуру. Через трубочку по чуть-чуть. Я же не коктейльчик пью. А там прикол-то все равно этих пузырьков, что они через трубочку тоже проходят. Так вот, короче, обычный маппинг в первом канале у нас находится. Вот, дальше мы его, ну, при желании можем дублировать, можно создать новый вообще абсолютно. Вот, и для удобства накидываем в шейдер Base Color просто нашу гранжевую текстуру, чтобы было видно вообще, как мы мапим. Вот. И, собственно, ищем, где она здесь. Сейчас. А вот она, я ее увидел. Вот она. Вот. И начинаем размапливать так, как нам это надо. Ставим потеки там, где мы считаем нужным. Вот. И получается у нас второй канал занят. Ну, тут, короче, в майте на самом деле чуть поудобнее это показывать. Тут приходится переключать шейдер. Вот. И получается, собственно, вот такая второй UV-канал с подтеками. Вот. У нас размаплено это, у нас размаплено вот это. Вот. Вся эта штука для наглядности двигается. Вот, ставить ее можно как угодно, больше, меньше делать. Вот, все это, в общем, наруливается. Вот, хотя подтеки надо было сделать, конечно, немножко по-другому. Ну, например... Давайте я во втором окошке у себя открою. Да, единственный минус того, что текстура не очень большая, вот такие вот длинные. А тут, кстати, у нас по секциям все разбито. Мы при желании можем... Ну, сейчас я, наверное, этого не буду делать. Мы при желании можем... Вот почему-то здесь за Navy нету. Так, Марк. Тут тоже Марк. Так, а мы вообще в каком? Здесь вообще один UV канал. Почему так? Ну, кстати, да, это мой косяк. Оно здесь криво размаплено. Вот, но тут на самом деле можно выйти из ситуации, что делать это все по секциям. Вот, и тогда разрешение нам чуть больше хватит. Вот, главное смотреть, чтобы там лишнего ничего не залезало. Можно так сделать подтеки. Короче, мне не очень нравится просто, как я саму эту карту собрал еще. Здесь вот не очень приятная вот эта вот часть распыленная есть. Она смотрится как... Короче, из-за низкого разрешения вот эта вот пикселизация прям сильно лезет. Так. Короче, вот таким образом эта штука мапится. По секциям. И по итогу становится все зашибись. Там чуть ее подвинуть, так чтобы это на край было видно. Вот, и вот такие, короче, потеки получаются. Вроде должно смотреться нормально. Давайте сейчас засунем. У нас с одной стороны будет вот такая вот. Прошлый маппинг, а с этой стороны будет вот типа, тот, который мы сейчас сделали. Экспорт BX. Главное теперь сохранить, заменить нужную геометрию. Так, понтон.
Делаем реимпорт. Помните, на прошлой, по-моему, локации, не помню, что меня сподвигло, я вдруг решил перейти, точнее, на превью-версию. Какой-то там 4.25, что ли, или что-то такое. Там, где GPU Lightmass можно было нормально подключать. Вот. И у меня крашнулся проект, и я что-то там потерял прилично там несколько недель, по-моему, работы, и в итоге я зарекся больше никогда не переключаться на нестабильные версии. И вот что мы видим опять. Я продолжаю делать проект на вообще альфе. Такого вообще никогда не было. Продолжаю делать проект на альфа-версии. Так, у нас тут есть какая-то проблема. Она заключается в том, что я не вижу изменений. А потому что их нет во втором канале, поэтому я их и не вижу. Поэтому... Давайте вернемся сюда. Как я вообще сразу до этого не догадался, что надо дублировать на самом деле канал. Так, вот так. Сейчас ничего особо не меняю, у нас должно все заработать. Так, надо вообще вырубить источники света. Вот так. Че, расскажите, как у вас дела? Какие новости? Как вам 5-й Unreal? Все ли перевели свои проекты? Или, может быть, есть те, кто еще не сделал этого? О, вот у нас появилось. Да, и каждый раз теперь еще distance филды билдит. Ну, вроде пока особо не напрягает. Так, ну, короче, вот как эта штука примерно работает. Для тех, кому это было интересно. Второй V-канал. Туда подрубаем. В шейдере у меня, по-моему, даже еще идет пересечение с Рафнесом. Я, по-моему, даже вот... вот Dirt Roughness я тут вывел отдельно. При желании можно накручивать. В общем, больше-меньше его. Такие пироги. Вот, и я сейчас начинаю потихоньку пересматривать текстурки, которые я делал. Вот, я где-то уменьшаю там нормаль, я где-то пиксели меняю немножечко. Вот, потому что у меня, это я сейчас это увидел, у меня были проблемы с тем, что вообще супер шумно все получается. Это подлая штука. Так, тут я ничего не менял уже вроде, да. Подлая штука, когда смотришь Detail Lighting или просто Detail, и все такое чистенькое, все такое клевое, все так классно читается. А потом переключаешься на текстуры и понимаешь, что у тебя есть с этим проблемы. Вот, и поэтому, в общем, надо будет их, особенно текстуру камней, это же супер, типа драфт сейчас не развернуто ничего еще. Вот, и они довольно темные, поэтому надо будет делать их светлее, и, короче, вот эту всю тему пересматривать немного. Вот. Что могу сказать по первым ощущениям от 5-го Unreal? Картинка стала четче. Вот, но я все равно не отказался от своего постпроцесса материала на Sharpen, который... Вот, он также прекрасно работает. Ничего в нем не сломалось. Так, это не то. С ним еще лучше все выглядит.
Вот, поэтому, к сожалению, несмотря на новый антилиасинг, приходится все равно засовывать этот материал. А если кому-то было интересно, он у меня где-то в миске находится, я их постоянно путаю. Так. Или не в миске он был. Так, color grading, film. Global Illumination, кстати, вообще не видно изменений, как он работает. Есть, конечно, много неприятных моментов сейчас еще с движком, но в целом, если вот типа пирамидку так вот аккуратно выстроить и не трогать ее, то вроде как норм. Посмотрим дальше, что будет, когда я начну со светом работать. В Rendering Features это находится, постпроцесс материал. И вот этот материал, M-Sharpen. У меня уже из миллиона проектов кочует. Вот, работает через Emissive. Ну, пока показывать, короче, не буду, тут особо ничего интересного нету. Этот материал можно на ютубе найти и собрать его. Вот. Короче, если кому-то вдруг надо будет, я вроде как с нормальным разрешением ноды показал свои. Надо будет, в общем, соберете по паузе. Вот. Потом, по ощущениям, проект запускается раза в 2, наверное, быстрее. Вот. Это приятно. По ощущениям, шейдера компилится быстрее. Ну, то есть не конкретно, вот когда вы только скомпилили проект, это открываете или какие-то настройку поменяли, у вас там 7000 или 12 тысяч шейдеров компилится, тогда, конечно, незаметно. Вот. А когда изменения в сам шейдер вносишь, вот, он применяется довольно быстро. Вот как мне показалось, в общем, быстрее, чем на прошлых версиях. И, конечно, я думаю, это субъективное какое-то восприятие мое. Я думаю, на самом деле, как было, так и осталось. Короче, я решил проблему вот лестницей на прошлом стриме, я помню. Это, кстати, не везде еще. Довольно странно выглядело, вот, но я вроде нашел выход. Сделал отбивочки. Сделал такие дырочки тут по бокам. Вот. Добавил геометрии. Вот, и в целом вроде как выглядит терпимо. Вот, не знаю, хочется сюда еще что-то добавить по краям, вот здесь. Вот почему-то у меня есть такое вот ощущение, но не знаю, буду я это делать или нет. Вот, ну, в общем, пока оно выглядит таким образом. Кстати, у нас же здесь был Emissive, который я почему-то сейчас не вижу. Да. Точно, надо сейчас этот косяк поправить, потому что я менял материалы здесь и в итоге слепил все в один, и, короче, Emissive у меня пропал, надо его вернуть. Чат. Я сценку сейчас параллельно с тобой делаю. Антон, что за сценка? Та самая ты имеешь в виду? Я надеюсь, ты ее не забросил. Надеюсь, та же самая сценка. Так, Виталий говорит, на 4-м буду пока, интерфейс клевый, но со светом тяжко. Интерфейс в целом, как картинка, выглядит классно, но когда начинаешь копаться там где-то в детейлсах или еще, и у тебя все вот это сливается, и, честно говоря, я бы как-то, короче, он немножко как будто недоработанный. Так в целом направление прикольное, такие кнопочки все стильненькие стали, все такое в про интерфейс ушло, в черный, вот. Но, короче, вот на такую штуку, когда смотришь, вот на такую, и ты такой, блин, чё вот? Вот я не знаю, по ощущениям, раньше как будто было понятнее, как будто бы. Вот, сейчас вот эти вот какие-то отступы появились. Как-то, я не знаю, их надо либо по цвету выделять отдельно, вот, ну, типа вкладки, то, что внутри находится. Как-то это вот немного, короче, непривычно. Ну, я надеюсь, там фидбэков накидаю, там... Куда ты бегаешь?
за этот год. Они же обещают вроде как выпустить финальную версию к концу года. Вот. Поэтому надеюсь, что многое поменяется в лучшую сторону. Я еще не открывал новую Edge, он такой-то сыроватый, еще для меня в нем бы коммерцией заниматься. Ну, еще бы. Он, конечно, абсолютно не продакшн ready еще. И это надо быть очень рисковым человеком, чтобы коммерческий проект на нем запустить. Ну и работать в нем. Это прям работа для камикадзе. Так, Gate Arc. Open Source Location. Так. Я доделаю потом. Gate, 18 мая. Это вообще то? Или вообще не то? О, нет, вроде то. Блин, нет, это не то. Нет, так опасно делать, поэтому давайте импортнем просто. Gate Arc. Да, вот так-то я точно не решил. Оу. Шит. Что это было? Почему здесь так все коряво? Так, да, маппинг вот правильный. Так. Я ради интереса закинул в 5-ю версию, мне больше всего на Нит понравился. Я смотрел еще у Сергея, как он текстурки для этого формата делал. Теперь понял, что virtual текстуры нужны для него. Да, virtual текстуры там даже ты настройки, когда включаешь в движке, он тебе говорит, что нужно прям поддержку виртуальных текстур включать. Да, я все делаю, что-то прям долго идет. Да, надо было, конечно, поменьше брать локацию, там, я не знаю, пару домиков хотя бы брать и прям такую диорамку делать маленькую. Вот, но как бы, кто знает, вроде, я и сейчас как бы думаю, что локация вроде не очень большая, действительно, там за 2 месяца ее, если прям плотненько сделать, можно было. Вот, но у всех свободного времени по-разному. Я вот сам, как бы, видите, насколько долго делаю. Гена, привет-привет. Про 22 год слышал. Не знаю, мне что-то показалось, что как будто бы к концу года они его допилят. 22-й, это вы что, сколько ждать надо? Это же кошмар. Все надеются на то, что фидбэки другие накидают и ничего не изменится. Да нет. Там, короче, Unreal норм комьюнити. Накидают, можно не сомневаться. Так, вот эти два шарика. И нам здесь нужен... Класс. Нам здесь нужен просто эмиссив материал другой. Emission 10. Что он светиться-то будет? Я уже, честно говоря, подзабыл, как он... Или не emission, там, по-моему, обычно надо ставить. Или emission. Тут, скорее всего, у меня... Блин, что за прозрачность дебильная? Какая-то непонятная. Так, шейдинг.
Да, тут тоже какие-то проблемы. Альфа. А, у меня в альфе тут что-то стоит, ничего себе. Это откуда вообще этот гранж, он должен стоять в бейскалоре? Ну эй, давай, не висни. Так, normal map, grunge metal. Sci-fi simple. Давайте, может быть, это вот так вот должно было быть. Альфа. О, очень странная фигня какая-то. Ну, на самом деле, как бы пофигу. Потому что мне нужно просто назначить материалы. А, ну вот, все работает. Как будто бы вот эта прозрачность включена, но на самом деле нет. Так, и я, по-моему, хотел еще добавить один материал. Один вот сюда. Ну да, второй там пусть будет. Так, давайте закинем. Гитарка. Реимпорт, да, новые материалы появились. Сейчас. А, нет, сейчас эмиссии не будет. А, не будет. Надо же. Вот, теперь он засветился нормально, по-человечески. Так, этот эмиссив вот сюда. Вот, кстати, вот эти кнопки тоже, они сейчас настолько неприятные стали. Так, Simple Gray. Во, кстати, вот здесь прикольно по цвету. А там Metal Dark стоит. Я уже забыл, я столько материалов понаделал. Какой-то Metal Dark. Зачем он был мной сделан? Не знаю, он не нужен мне. Так, что у нас там было по материалам еще? Simple to Pantone. Так, Grey, Metal, Simple Grey. Это вот Dark. А, да, Dark Grey там был у меня и какой-то еще, по-моему. Ну ладно. А, кстати, заметил еще одну штуку в постпроцессе, кстати, вот тоже. Если включаешь Bloom, ставишь на Convolutional, ну, во-первых, как бы да, он прикольнее работает, а во-вторых, у него, кстати, по-моему, сейчас нету этой штуки. Видите, да, какие глэры появились прикольные? Вот, а если на стандарт обратно возвращаешь, они пропадают. Короче, вот. Так, секунду. Короче, Convolutional супер жирный, но выглядит прикольнее. Что я говорил-то?
У него какой-то баг, он иногда появляется, иногда исчезает. Короче, с краю кадра он, ну, видимо, с скринспейсом тоже работает. Тут появляется, короче, такая светомузыка. Какие-то зеленые, красные огонечки, вот такие вот маленькие. Короче, какой-то прям неприятный баг был. Вот. Ну, на самом деле, освещение прям стало лучше. И я не говорю сейчас про схему освещения, которую я делал. Она, естественно, так себе, сильно. Вот, а в целом то, как распространяется свет, как он... Кстати, как отбрасываются тени, есть такая особенность. Я не знаю, где сейчас лучше будет показать. Наверное, вот здесь вот. Да, наверное, вот здесь покажу сейчас. Где тут источник света? Я, короче, не помню, что кто-то тоже про это рассказывал, но в источниках света для того, чтобы у вас были не такие, типа, супер четкие тени, чтобы они немного размывались у вас все-таки более физкорректно, надо ставить как эта штука называется? Да, Distance Field Shadow. Короче, по умолчанию, по-моему, у источников света нету этой штуки. Вот, поэтому, видите, вот... короче, жесткие тени такие вот получаются. Вот, соответственно, нужно делать так, чтобы он Distance Field использовал для просчета теней, и они получаются более приятные. Вот. Ну, материал земли вроде... Тут местами, конечно, надо будет подправить еще его. Там, по ощущениям, как будто глубоковат. И в какие-то моменты он так, знаете, он двоить начинает. Но, по-моему, это типа временный эффект какой-то. Да-да-да-да. Кстати, не знаю, вот видно вам или нет. Я сейчас, вот если вот... Да, мазафака. Вот в эту область, когда смотрите, чуть-чуть двигаешься, и такой эффект directional блюра есть. Вот. А потом он приходит в норму. Немножко начинает двоиться, а потом... Я, кстати, не замечал такого на 4.26. Возможно, это как раз прикол этой версии. Вот. Но в целом выглядит прикольно. Блин, мутить начинает. Так. У нас... Про шейдера, в общем, я вроде как рассказал. Если что, кто-то будет смотреть в записи, особенно тем, кто присоединился не так давно, пишите в комментах, если надо будет подробнее про это что-то рассказать, про второй канал там или что-то, кому-то это нужно будет. Вот, могу дописать, в общем, ответить. И все в таком духе. Давайте теперь Painter и покрасим немножечко наши тряпочки. Я только сейчас услышал, сам замолк, сам услышал, какую мерзкую музыку я проигрываю вам. По-моему, с каждым треком я становлюсь на 10 лет старше. Так, что у нас есть? У нас есть чиптюн. У нас ambient есть. Альтернатива. Блюз, чилл. Давайте музыку заказывать. Короче, она вся копирайт-фри, поэтому... Играть может всякое говно. Электросвинг. Нет. Эмо. Эпик фолк, фанк. Хард дэнс. Сейчас хардбас еще найдем. Хаус грув, хипербенгерс, какие-то хипербас, инди, индастриал, джаз, латин поп, лоу-фай, мелодик бас. Давайте мелодик бас посмотрим, что там. Есть подозрение, что там то же самое. FPS, конечно, огонь. FPS просто супер. Конечно, там у меня накручено все по максимуму. Да, кстати, я не переводил. Какая музыка.
Я не переводил ничего в нанит. Вот, естественно, настройки вы видели, как у меня выставлены. Весь свет динамический. Вот. Фоги, exponential фоги, фог на фоге фогом погоняет. Вот это все, поэтому, в принципе, для работы нормально. И даже побегать можно. Всякие convolutional блумы там и прочее. Кстати, да. Теперь, так как все это на люмине, естественно, бейкать смысла нет. И советуют эпики даже в настройках. Где сейчас? Рендер. Короче, в рендере, в Project сеттингах, постоянно их путаю. Снимать настройки... Static Lighting. Потому что они говорят, что шейдера компилится быстрее. Кстати, вот, может быть из-за этого. Вот, я эту галочку снял, поэтому она, как-то больше не нужна будет, по крайней мере, в этой версии Unreal. Потому что бэкать уже ничего смысла нету. И GPU Lightmask, который у меня сохранился, видимо, еще с прошлой версии, он, соответственно, тоже не работает. И вот он здесь пишет, раньше это было... Ну, в этой надписи был смысл какой-то. Он говорил, что типа нужен рейтрейсинг для того, чтобы билдить на GPU Lightmask. Вот, и его там либо через консоль можно было, либо через конфиг просто включить, либо через настройки. Но сейчас, в пятой версии, они выпилили из Project сеттингов рейтрейсинг. По крайней мере, там, где есть галочка его включать хардверный, типа, если он есть, она не работает. Потому как, ну, на карточке у меня не поддерживается это, естественно. Вот. То есть теперь даже через движок, я так понимаю, нельзя включить, типа, рейтрейсинг. Вот. Неважно, что карточка не RTX. Это работало в прошлой версии. Вот. Но сейчас GPU Lightmask, в общем, тоже не работает. И что бы ты там не менял в настройках, вот эта надпись все равно остается, и он тебе билдить не дает. Поэтому даже если отрубить люмен, короче, оно все равно не будет работать. Вот. А тряпки я решил красить таким образом. У нас их здесь 3 штуки получается, да? Раз, два, три. 3 тряпки. Вот, я их скомбайнил в один файл, размапил на одну текстурку и выгрузил это все в Painter. Так оно у меня сейчас выглядит. Вот. Проклятые рудники. Короче, вот. Почему-то 4 здесь тряпки. Это интересный момент. Одна, значит, лишняя, видимо. Ну да ладно. Вдруг я захочу ее куда-нибудь повесить потом. Короче, вот, 4 тряпки, они размаплены. Это чисто вариация для покраски в Painter. Чтобы один материал использовался. Вот. Можно было, конечно, заморочиться и сделать типа какую-нибудь тайлинную текстуру, вот, но я хотел рисовать руками... как это называется? Дырки, короче. Вот, поэтому этот вариант мне не подходит. Марк, здорово. Вот, и, короче, вот я теперь сижу, развлекаюсь этой штукой. Совершенно простая покраска, дефолтный какой-то, он, по-моему, изменен уже немножечко. Дефолтный фабрик. Поменял чуть-чуть ему цвет, чтобы просто, главное, фактура сохранялась. Поверху одна... Где там base color? Один слой с такой краской. Второй слой с такой краской, немножко смещенный. Вот. И поверху, собственно... ну да, base color он показывает.
И opacity маска. Вот. Очень неприятно на нее смотреть, конечно, вот так вот. Ну да ладно. Вот. И, в общем, это базовый набор, от которого можно двигаться куда-то. Как сделаны дырки, естественно, шейдер переключается на Metal Roughness с альфа-блендингом, чтобы плавные были. Короче, чтобы не 0.1 он в opacity использовал. Чтобы плавные переходы были. Вот. И, соответственно, гранжи есть микрогранж с дырочками. Я не знаю, видно вам или нет. Короче, он просвечивается. Микрогранж 1, микрогранж 2. Кстати, секунду. Он его затирает, короче. Вот это косяк. Надо сейчас будет его соскринить. Вот так. Надеюсь, он не очень будет дырявый из-за этого. И поверху, собственно, идет ручная покраска-докраска. Вот эта вот меня дырка раздражает. Ее надо по форме положить. Да, сам гранж, в общем, он... вам же не видно на втором экране. Интерфейс. Вот в чем минус адаптивных интерфейсов. Случайно отпустишь не туда и все. Что я говорил-то? Ну да. Scale просто растянутый немножечко, чтобы по форме тоже ложился. Поэтому значения scale вот такие. Вот. Сейчас со стилусом поймаю за краешек. Так. Итак, вот эту, короче, штуковину надо затирать, потому что это я шейдер пока настраивал. Да, кстати. Альфа-блендинг-то альфа-блендингом, но надо еще не забывать про то, что... Надо вот здесь добавлять opacity. Да, жмете плюсик, выбираете opacity, которая выбрана, поэтому ее сейчас здесь нет. Вот opacity, и в итоге у вас, когда вы красите, у вас появляется... Вот, видите? Вот сейчас опять боюсь отпустить. Короче, вот. Opacity — это канал, собственно, единственный, который нужен, поэтому я его в отдельный слой вывел. Все, и в него прям фигачите в маску. Вот в эту маску. Здесь у вас все самое интересное собрано. Так, я нашел прикольную кисть, которую можно использовать для рисования как раз дырочек. Я, конечно, искал какое-то хотя бы автоматическое решение. Вот, кисть называется Ink Dirty. Вот так она выглядит. Вот, но здесь нужно просто затереть сначала то, что... не там. Не в том слое. Короче, затереть то, что вот у нас было. Потому что это отстой. Не хочу так рвать тряпку. Вот так. Вот. И, собственно, если из гранжа какие-то дырки вам понравились, то их можно доработать. Понятно, что... Не то жму. Надо делать очень-очень тоненькую кисть. Проходиться по краю. Вот. И дорисовывать какие-то моменты, которые кажутся прикольными. Вот. В чем мне эта кисть понравилась, в том, что она делает очень такой рваный край. Вот. И на самом деле, конечно же, это с точки зрения реализма не очень прикольно. Но с точки зрения артистичности это прям то, что надо.
Вот, потому что она вставляет акцентики такие классные. Вот, и какие-то моменты можно прям хорошо докрасить. И не важно, что тут она рвется, тут она толще, там она тоньше. Это вообще пофигу. Вообще пофигу, как говорится. Вот здесь, собственно, этой же кистью нарисовано. Так, хочется какую-то вот такую вот штуковину. Тут что-то много нарисовано всего. А музыка-то отстойная все еще играет. Так, не нравится, что у меня здесь получается. Вот, надо вот так вот сделать. Немножечко такая. Вот, какие-то слишком такие вот отгранжированные края, надо их закрашивать, а в центре убирать наоборот. И парочку штуковин. Большинство из них, конечно, видно не будет, но вот это вот надо замазать. Невозможно оторваться. А музыку таки надо переключить все-таки. Так, это ладно, давайте что, у нас, короче, мелодик бас превратился в какое-то дерьмо. Давайте... Нет, пожалуйста, не надо этот переход делать. Нет, вы инди. О, все. На инди переключились, так будет лучше. А как будешь паковать текстуры? Я, честно говоря, на паковку текстур сейчас не заморачиваюсь, но по-хорошему. У меня сейчас альфа лежит. Сейчас. Materials. Он сейчас лежит отдельной текстуркой. Дырявая. Вот, но по-хорошему бы, конечно, ее не в отдельную текстуру, а... Где она? Вот она. Ее хорошо бы засунуть в мои маски, потому как там место-то точно есть. Как минимум альфа-канал. Но что-то... Ну, то есть это и в фотошопе можно сделать, но... Короче, я, по-моему, даже не засунул их. Что странно. Нормально я засунул вроде, Ну и ладно. Короче, поверьте на слово, там есть... Ты чё тормозишь так? Там есть файлик с маской, и в нем есть пустые места. Ну вот, как минимум, синий канал и альфа канал. Короче, при желании можно засунуть, но это я потом засуну. Чтобы у меня рафнес и эти все приколы работали
в маске, потому что сейчас, да, этого вроде нету. Оно, конечно, и не критично, но... по сути, у меня и так одна текстура сейчас используется, поэтому вообще пока что пофигу. По-хорошему, конечно, все в одну текстуру засунуть. Так, на чем я вообще остановился? Да, кстати, при Convolutional Bloom, когда Ctrl-R отключаешь Real-Time, он очень прикольно эти глэры стопорит, и они такие прям прикольненькие. Я еще помню, когда на посте работал, сколько лет-то уже прошло? Ну, больше 6, наверное. Было тогда прикольно делать как раз такие светяшки. Ну, то есть не просто glow, а там сложный glow, который состоит из 2 или 3 glow разных, там, которые немножко по интенсивности, по цвету отличаются, и еще небольшой такой глэрчик кинуть где-нибудь на highlight. И это прям такое пиксель-дрочерство было, что... что я, да, предался воспоминаниям что-то. Стуры. Так, уйди. Так, вот эту тоже докрасить. Тут можно и дырочку сделать. А тут можно вот так покрасить. Нет, это было лишнее. И всякую лишнюю дребедень надо стирать. Это не сильно там будет видно у нас, поэтому мы супер на этой штуке заморачиваться не будем. Хочется еще вот как-то... Да, вот так пусть будет. А самое прикольное, что когда тряпочки рисуешь, надо на края обращать внимание. Потому что края дают нам другое восприятие шейпа совершенно. Вот, и поэтому надо уделять им особое внимание. Вот, например, тут, конечно же, вот так все идти не может. Поэтому тут стираем лишнее. А тут можно сделать вот так. Видно туда. Что это, какой-то глюк сейчас был? Непонятно. Так, вот здесь вот лишнее все стереть можно. Да, у меня там место на ювишке еще осталось как раз для того, чтобы вот эти железные все штуки нормально запаковать. Хотя они и так с металлом нормально смотрятся. Там никто никогда этого не увидит. Надо еще поменьше сделать. О, Женя, привет с возвращением на YouTube. Мазута, спасибо большое. У меня прям реально какое-то сраное проклятие. Я не знаю, сколько я вам уже обещаю, что я прям стабильно прям сейчас вернусь, как начну стримить, и мне постоянно какая-то хрень. Это, знаете, называется
обстоятельства непреодолимой силы, которые мне мешают это сделать. Тут можно дырочку сделать. Такую. Так, она будет немножко подтянута. Так. Здесь странная штука. Да еще потонешь. Так. Такая же штука. Вот, а что с этим делать? Как наладить стабильность? Так, у нас тут есть место, которое выглядит странно. И лишнее надо стереть. И где-то дать точку опоры для всей этой шняги. Ну, кстати, музыка вроде терпимая, вполне себе играет. Это я просто смотрю уведомления в телефоне. Просто рисуйте как можно более хаотично. И тогда получится что-то. Очень большая дырка получилась. Да, надо скрепить было побольше. По краям бы неплохо пройтись, при этом ровные, как только отрезали. Ну да, я же, собственно, отходил, что ли. Я же говорил, что да, тут края надо особое внимание им уделять. Ну, где-то края будут ровные, да, где-то края будут подрезанные. Собственно, вот в таких вот особенных местах. Да, жалко, не видно так. Ну, тут еще прикол, что нельзя делать слишком больших дырок. Иначе там всякие вот эти приколы с натяжением будут, и оно будет неестественно ровно смотреться. Да, вот здесь вот нужно немножечко подрезать. Ну, это такие микро детальки, что в целом насрать.
Да, блин. Что-то, не-не-не, какой-то паттерн пошел. Есть дырка и есть. Серьезно, они там в таком месте висят, что там половину наших стараний не видно будет. Ну все, главное особо не увлекаться. Давайте посмотрим, что получилось. Кстати, напомню, что я... Наверное, надо было это в начале выпуска сказать. Что я завел ведь Patreon таки. Вот. И теперь думаю, надо чем-то его полезным наполнить. Вот. На самом деле, чем больше будет появляться людей, желающих подписаться, поддержать, я таки наконец-то могу свои старые сценки выкладывать просто патронам. Вот. Это будет стимул, во-первых, не пропадать просто контенту, вдруг кому-то это, ну, типа, будет полезно. Вот, естественно, файлики все, всякие сабстансы, всякие покраски, модельки. И на самом деле надо подумать, как быть с этими, с большими файлами, типа, самих проектов. Вот. Ну, как вариант, можно, короче, что-то можно с этим придумать. Вот, поэтому, если есть какие-то идеи еще, что можно еще на Patreon закидывать, пишите. Не хочется совсем контент делать, ну, то есть, если там какие-то предзаписывать небольшие лекции, не хочется прям совсем базу какую-то выкладывать, потому что этого миллион сейчас просто в нете, в свободном доступе. Вот, а если кому-то точечные нужны какие-то какая-то помощь точная в какой-то конкретной работе, что-то там пофидбэчить или вообще в целом потрындеть на тему индустрии, там, или если кто-то, может, не знаю, работу ищет или что-то в этом роде, чем-то помочь каким-то советом, там отдельный блок есть, где есть час моего времени, можно его там на что угодно потратить, но, естественно, связано с рабочими моментами. Вот. Так. Break out, да. Закидываем только close. Давай, докидывайся. И реимпортим. Сижу в парке на холме, смотрю твой стрим. Как там погода в Питере? У нас что-то сегодня в первой половине дня прям вообще было супер круто. Вот, а сейчас прям пасмурно. И на завтра вообще обещают грозы, ливни, метеоритные дожди. Я такой прикол, я заметил на самом деле, что... Ткань пропала. Заметил, что когда что-то говорят, там в Москве что-то там произошло, где-то там затопило, там смыло там 5 домов, какие-то деревья разбили 10 машин, вот такие вот, типа, знаете, ну, типа, индустриальные какие-то события, которые происходят, они все происходят, по сколько лет я уже в Москве живу, они все происходят просто не в моем районе. Вот, я ни разу не помню, что была какая-то новость, что, типа, у нас в районе какой-то трэш произошел, я не знаю, это такой, типа, мем. Мне кажется, уже какой-то локальный стал. Так, ладно.
Это был просто реал-тайм отрублен, поэтому у меня тряпочки все пропали. Ну, как я вам и говорил, что практически не видно, в общем, всех наших стараний. Вот, дырки есть, и, кстати, да, и маленькие дырочки тоже появились. Это прекрасно, их даже можно сделать чуть побольше. Этот гранж подкрутить немножечко. Хотя, мне кажется, этого тоже не будет видно. Давайте попробуем. Так, это не этот, это вот этот. Так, нам нужно увеличить баланс. Да, вот эти вот. Просто, она, конечно, тут прям вообще, прям москитная сетка стала. Давайте посмотрим просто, как это будет выглядеть. Я пробовал кисти Basmati Brush и какого медиум. Я по названиям, честно говоря, без понятия, но я на днях перебирал, по-моему, почти все кисти, посмотрел, и эти вроде как... Это вроде как более-менее нормально подошло. Сейчас посмотрим. Погода огонь, тепло без ветра, плюс 24, вообще зашибись. Бывает ли в Питере без ветра? Вот в чем вопрос. Так. Кстати, собирается кто-нибудь в Питер-то на тусу? Я вроде что-то мельком видел в Дискорде, что собирается тусовка. Мне интересно, приедет ли кто-нибудь? Что я как вроде как тоже собираюсь в этом, скорее всего, месяце пригнать в Питер. Так, кисти. Басмати Браш. Сейчас, или как ты ее назвал там? Басмати, да? Какая-то индийская кисть, видимо. Так, басмати на букву Б. Вот она. Басмати Браш, она нам напоминает птичий корм. Давайте посмотрим, что можно сделать с этой кистью. Так, Басмати Браш. Это она вообще? Вот, теперь она. Так, ну, явно с ней надо уметь обращаться, потому что она довольно... но она делает такую, типа... Знаешь, по ощущениям... Сейчас, секунду. Флоу чуть побольше. Как будто бы порвали... шерстяной свитер, короче. Вот, ну, по крайней мере, по ощущениям характера этого разрыва. Ее наверняка можно как-то настроить, чтобы она follow path делала. Ну, да, ее надо правильно настроить. Jitter. Так. Position jitter. Да, и можно делать рваные такие краешки. Вот, но... Да-да, вот, короче, спасибо за кисть. Но она... Короче, она сейчас здесь чрезмерно просто будет. Вот. Ну, вообще, да. Все, хорошо, здесь останется маленький кусочек твоего совета. Я его увековечу здесь. Мы сохранили, по-моему, изменения, да? И, по-моему, не реимпортнули еще. Самый трэш сейчас начался. Я перестал болеть. И сегодня, ну, собственно, неделю я последнюю сидел дома, работал. Не выходил никуда, а сегодня вышел на улицу и просто офигел. Я как будто зимой вышел. Просто такое количество пуха этого чертова я ненавижу. Это просто этот человек, который в градостроительном комитете в каких-нибудь 70-х годах предложил: а давайте тополя посадим.
Вот, и просто... Я не знаю, жив он или нет, но пусть земля ему будет пухом. Вот, и немножечко аллергии ему еще туда добавить. Короче, это просто трэш, у меня реально сейчас вот как раз аллергия начинается. Началась уже, точнее, поэтому я сейчас еще и сижу вот это вот. Из-за того, что сегодня вышел на улицу. Короче, по-моему, прикольнее стало. Эти дырочки нам пошли на пользу, они не такие прозрачные, как в этом. Прям вообще ништяк. Классная штука. Блин, еще бы лучи пробивались, конечно, с учетом. Но я слишком многого хочу. Это же фейковые лучи. Давайте на всякий случай сохранимся. И куда пропали? Так, я хотел вот тут посмотреть коллизии. Кстати, я еще не смотрел, как коллизии выглядят. Кстати, хороший вопрос. Где теперь в предпросмотре включается просмотр коллизий? Remove, автоконвекс, find source, tools, windows, preview scene, convex decomposition. Это что такое? Мне кажется, я зря нажал, это все начало лагать сразу. Не знаю, что-то произошло. Давайте ее отключим. Мало ли что это. Это вот эта штука. Все, она нам коллизии делает. Compute normal. Reduction settings. О, кстати, странно. Generate междистance fill почему-то не стоит тут. Так, collision. Double sided нам не надо. Simple collision. Collision preset. Так, use complex collision и simple. Ну все, тут нормально все стоит. Я, правда, не знаю до сих пор, как ее посмотреть. Remove. Autoconvex. File sources. Here. Короче, если кто не знает, скажите, как ее включить. Тут же куча было настроек в прошлой версии, куда они все делись. Может быть, здесь где-то в... Visibility Collision. Но это не то, нет, это Player Collision тоже не то. Reflections. И офигенные рефлекшены, как будто в 70-х фантасты рисовали. Ладно. Может быть здесь show stats, layout, perspective. Вот они, походу, вот в шоу сюда все убрали. Так, Simple Collision, Complex Collision. Да. Короче, я не знаю, может быть, эта менюшка и вылезает. Это что, вот такая коллизия, что ли? Use Complex Simple. Зачем? Вот это здесь. Так, ладно. Так, мы же можем здесь еще посмотреть. Collision. Player Collision. Вот. Вот, да, короче, все нормально. Через Player Collision все стало видно. У нас там нет коллизии еще. Вот, я, кстати, меня долго мучило, как сделать вот эту штуку. Точнее, не как сделать, а что туда надо было сделать. Кстати, глюк видели, да? Успокойся. Потому что мне очень не нравилась просто груда свалка камней, которая там была, вот. А здесь я сейчас, типа какая-то площадка. Кстати, видели? Про что я говорил. Это от Convolutional Bloom. Вот это справа, видите, новогодняя елка. На самом деле там нет елки. Ладно.
Это, кстати, реально появляется только тогда, когда нажимаешь Game Mode. И причем только когда, видимо, есть аутлайн вокруг выделенной геометрии. Потому что вот так ее не видно. А, нет, есть. Ладно, пофиг. И, короче, вот эти какие-то подставки здесь вроде более-менее нормально выглядят. Я их так сейчас размапил, типа, по-быстрому. Но, естественно, туда надо будет еще доделать наш стримчик положить. Стримчики, может быть, какие-то, не знаю, что-то, ну, усложнить ее по-любому надо будет. Это я так временно поставил сейчас эти перегородки маленькие. Но сюда можно пропы какие-нибудь поставить, которых я не сделаю, скорее всего. Мне вот эти шары еще висят. Надо будет с ними это тоже поковырять их. Так. Что я делал, и я забыл. Да, я рисовал вот эти дырочки. Так, это самая большая. Теперь главное не нарисовать на той, которая у нас не используется. Так, вот, у нас треугольничек вот этот используется маленький. Треугольничек норм. Это вообще можно уже не сохранять. Так. Вот этот треугольник нам нужен. Он вообще тут неправильный, и он, по-моему, лежит у нас... Он у нас лежит неправильно, поэтому, блин. Ну, придется сдублировать тогда. Так, а если мы уберем... не хочу, но сейчас маппинг еще переделывать, нафиг. Так, 3D only. Значит... Так, ладно, краска пусть остается как есть. Сюда я добавлю... Еще один paint. Давайте им закрашу, так уж и быть... Блин, тут даже не видно. Так, а как это лучше-то сделать? Ну да, давайте сейчас закрасим все дырки. Ну, на ней на самом деле она такая маленькая, надо просто посмотреть, как лучше всего. Там, тут с 2 дырок, мне кажется, даже хватит. И немножко на силуэт порвать еще может быть. Вот, сорян, что я кряхчу постоянно. Так, эта штука нам больше не нужна. Эта штука мы убираем. Нет, она нам нужна, знаете, как тут? Да, мы ее сейчас, наверное, удалим. Да, вот этот гранж. Этот гранж, мы его просто повернем сейчас так, как нам надо. Давайте в 3D только. Я тоже в парке сегодня сидел у пруда, все было прекрасно, потом я заметил на себе каких-то мелких насекомых, свалил домой. А то недавно увидел, что с человека может инсфалить... с человеком клещ может... Ой, да, сейчас период как раз клещей. Фобия. Да, ты как-то этот мостик подтеки добавил поверх тайла, это же не декаль и не Vertex Paint по маске. Ну ты начало пропустил, Мазута, я по второму UV каналу это сделал. Я как раз в самом-самом начале... В самом-самом начале это показывал. Вот, но там прикол, что если ты про мостик... Сейчас, секунду. Если ты про вот эту штуку, то тут еще даже не размаплено. Тут просто
по-моему, ну да, тут не размаплено ничего, видишь, оно тайлится. Вот, поэтому тут надо отдельно будет с этой штукой работать, и вообще тут надо будет тоже какие-то плитки, может быть, сделать. Говорю, я и сам не верю в это. Вот. Короче, в начале стрима можешь посмотреть. Так, мы поворачивали. Поворачивали. Надо сет еще какой-нибудь. Нет, тут надо вот эту вот большую штуковину ее сдвинуть. А, ну еще... Так, ладно, сейчас подкрутим. Благо быстро сохранилось. Надо удачно просто дырку найти. И... Ну ладно, пусть, короче, как-то так будет. И у нас тут второй гранж еще идет, который тоже нужно повернуть. С 90 в 0. Так. Вот, а теперь... Не, все-таки я поверну, блин. Ну, короче, ладно, когда так пусть будет. И... чем я это хотел закрыть? Ладно, paint. И мне надо вот это все закрасить. Наверняка это можно сделать как-то быстрее, но что-то у меня сейчас мозг не работает. Так, это я отрублю. Да, чтобы лишние дырки замазать. А то слишком дырявые штуки ни к чему. Вообще, конечно, можно было бы усложнить еще эту штуку. Ну, тряпки я имею в виду. И сделать их связанными из лоскутов. Это вообще было бы супер. Например, я смотрю сейчас на вот эту вот длинную тряпку. И она просто настолько длинная, что ее бы как раз и хорошо было бы сделать кусками. Хотя, ну, мне же на самом деле вроде как ничего не мешает это сделать. Я могу просто нормалкой нарисовать поверху все эти... Так, маска вернись. Вот она. Я же могу просто поверху нормалки нарисовать эти стяжки, прострочку. Вопрос, будет ли это видно, и стоит ли это затраченных усилий. Потому что, если посмотреть под ракурс, с этого ракурса точно не видно. С этого, может быть, чуть-чуть. Вот основной ракурс, собственно, и нифига не видно будет. Поэтому я особо смысла не вижу.
тормозяки пошли непонятные. Так. Так, обратный материал. Тут мы, значит, все покрасили. Так, проверяем, что он никак не влияет. Влияет только на одну тряпочку. Вот эту. Так, и здесь надо... Я хотел ее закрасить. Так, давайте, знаете, как сделаем. У нас тут идет складка, вот такая. И будет странно, если здесь будет такая дырка. Поэтому мы ее так замажем. Надо еще тоньше. Кстати, радио реально клевое. Я даже лайк поставлю. Клевая темка. А что за радио играет? Что мы там ставили, не помните? А, я инди поставил. Ну и ладно. Так. Красим. Не в ту сторону красим. Обязательно по форме. Те штуковины класть. Так, это можно закрасить. Тут тоже лишние всякие штуки. Тут тоже красным. Так, а вот здесь я хотел вообще сделать, знаете что? Такую с большую. Какую-нибудь вот такую дыру. Так она будет уходить вот так вот. Сейчас мы ее наметим, посмотрим, как она будет вообще. Норм или нет. Хотел ее прям порвать так довольно далеко. Так, насколько она вообще должна туда уходить? Честно говоря, пока не очень понятно. И тут должно быть тоже все это вот прям вот так порвано. И висеть... Ой, нет, что-то жирно. И так. Such
А ссылки дать можно? Я думаю, да, можно, конечно. Попробуй. По-моему, кто-то кидал, было нормально все. Так. Вот не знаю, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Чуть-чуть рваные края. Так, а я так понял, никто в Питер-то и не собирается на тусовку, да? Тут кроме Виталика есть кто-нибудь из Питера? Ой, не туда. Не туда, не той стороны начал рисовать. Слишком много дыр. Так, ладно. Давайте-ка посмотрим. Сейчас засейвится проект. Посмотрим, что из этого получится. Экспорт. Че, он сохранился, да? Реимпорт и реалтайм отрубаем. Че это такое? Оно как-то странно выглядит. Что же вы молчите? И не говорите мне, в чем проблема. Проблема в том, что... где я это делал? Все, уже забыл. В майке, что ли? Проблема в том, что геометрия осталась старая, с неправильным маппингом. И ее надо сейчас вытащить и реимпортнуть. Тогда будет работать нормально. Так, что там загрузилось? Нет, нет, еще грузится. Так, это был фабрик. Вот этот, да.
Так, да, нам вот это нужно. Вот это нужно. И сохранить нам ее надо. Она у нас называется просто фабрика. Просто где она? Вот она. И реимпортим. О, она сейчас, блин, съедет, скорее всего, еще у нас. Ладно. Она уехала, да, куда? А, да, вот она. Так, это не дело. Давайте мы ее... ну да, точно. Так, где у нее был центр? Можно ли предположить, что центр у нее был здесь? Давайте проверим. Нет. Ну, я уже теперь не попаду, наверное, в то место, где это было. Но да ладно. Что нам стоит просто поставить ее там, где она была. Самое главное, под каким углом она была. Черт, я даже не помню. Но выглядит круто. Правда, она слишком красная. Так, давайте разворачивать. И еще посмотрим, что там с композицией. Так, у нас же есть скриншот. Так, Photoshop. Че позырим? Would you pick up your favorite pen and write down the 3:15 appointment with your doctor? Move your hand and the ink smudges so you won't recognize your handwriting the next time you look. You've already fucked up. Did you get a new one? Казалось бы, загружается Photoshop. А так все тормозит. Так, смотрите. Она висела. Чисто картиночку оставим. Она висела. Ага, и уходила прямо... Что за адовые тормоза? А, он еще решил дистанс-филды побилдить. С чего-то вдруг. Это прямо очень странно, что это так долго происходит. Так, ну в целом она, по-моему, примерно плюс-минус таки была. Только упиралась вот в эту штуку. По-моему, такие есть сейчас. Но была ярче. Так, давайте, ладно, это закроем. Заскриним. На всякий случай. Он что, мне показалось, и он сейчас назад откатился.
Building Mesh Distance Field Шрёдингера. Когда смотришь, он отказывается назад. Так. Это было тут, это пусть туда уходит, а это было прям так уходило, да? Я немножечко ее сюда поверну. Так, да, у нас же как раз вот... Это что это было? Видели? О! Мне кажется, я какой-то проход в параллельную реальность открыл просто. Предполагаю, что это... Давайте просто попробуем. Вдруг это тоже Convolutional Bloom. Стандарт. Вот я включаю стандарт, а вот я включаю Convolutional Bloom. Короче, прикольно, да? Может, я и зеленую такую найти смогу. О, смотрите, дискотека началась. Надо под музыку. Все, можно и повиджействовать. Говорят же, Unreal, он просто для всего годится. Блин, очень ништяк. Лучше в эту зону, короче, не залетать, я понял. Так, ну ладно. Мы ее подкрасили нормально. Мне нравится. Мне не нравится, как у нас вот здесь вот выглядит. Почему так все отстойно. И почему-то свет очень странно работает. А, нет. Странно. Так, ладно, давайте. Сейчас сдублируем вот этот вот light. Так. Но почему-то он очень слабо светит. Я хочу, чтобы он... Тут какой-то прикольный, надо хайлайт поймать. Так, вот тут надо удалить. А вот этот надо поймать. Я, кстати, не нашел никакой возможности, как рулить. То есть старые способы не работают, всякие фейковые. Как GM рулить. Так, у меня вопрос. Мы хотим хайлайт еще вот здесь на трубе поймать? Или нет? Да, если кто-то знает, как можно GM подруливать, потому что там, по-моему, только quality параметры есть и все. Вот, напишите, скажите мне. Я, честно говоря, гайдов пока... И гайды, которые видел, я их... В них, короче, нет ничего такого. Ну, такого ракурса, я думаю, у нас не будет. Поэтому тут, конечно, хорошо бы тоже на силуэт что-то было такое. Поставить какие-нибудь ящики, коробки. Вот. А вот источники света куда-то у меня провалились. Смотрите, вот еще один баг. Короче, он полон сюрпризов. А, ну да, конечно, я же сдвигал. Я же сдвигал эту штуку, поэтому... А источники света не сдвинул, поэтому надо их тоже подвинуть. Так, тут нормально, тут нормально. А вот тут вот все уехало. Так, вот это и вот это. О, да, теперь норм. Видит. Что-то вроде Сергей на последнем стриме тыкал, но я сам не шарю.
А я что-то... Я вроде... Сережа там вообще скульптил мост, по-моему, на последнем стриме. А, ну это может быть перед этим, который был. Сережа, видно, там тоже замучился постоянно стримы пускать. Уже начинает иногда всякую дичь делать. Так. Короче, понятно, в каком направлении дальше я планирую двигаться. Вот, а в том направлении, что я, значит, хочу. Так, камни я пока оставлю. Я знаю, что это большая проблема. Их надо будет потом нормально затекстурить и нормально развернуть средствами Unreal. Вот, но чем я действительно хочу заняться, так это в порядок привести железные текстуры, развернуть все до того состояния, которого, я считаю, будет приемлемо. Здесь что-то тоже улезло все куда-то. Вот. И хочу нормально разобраться. Ну, во-первых, мне домапить надо эти дерты все. Вот. И надо декали. Декалями надо все разукрашивать. Вот, причем декали нужны явно яркие. Яркие и сайфайные. Вот. Ну, то есть прям наклеечками. Вот, а как-то лучше сделать, надо будет подумать. Скорее всего, просто еще один материал завести с альфой. И, да, отдельный атлас просто собрать с декалями и им покрасить. Вот. Ну и, соответственно, сами текстурки надо будет упростить. По диффузу они, в принципе, нормы, вот, а по нормальным они как будто бы требуют успокоения. Все, короче, ребят, получается, что на моем любимом треке заканчивается стрим. В этот раз было прям очень приятно его провести. Вот, всем спасибо, кто пришел. Смотрите еще раз на нашу классную тряпочку. Надо будет вот здесь вот еще тоже подкорректировать сверху. Вот. Но дырки все прям супер сочные получились. Звучит, ну ладно. Вот. Собственно, да. Буду домапливать и... Не знаю, либо с камнями займусь. Короче, да, вот такие моменты надо будет все исправлять. Вот просто стоит камень и ничем не занят особо. Тут дырка у нас. От таких мест тоже надо избавляться. И что-то и подвис. Вроде начал прощаться и подвис. Короче, да. Все круто. Свет мне очень нравится. Смотрите, как сочно выглядит все. Прям объемчик весь читается. Все углубления. Прям окклюжен. Не окклюжен, а счастье. Ладно. Давайте, я очень надеюсь, что до следующих выходных, что ничего не случится в моем районе. Вот, и тем, кто не подписался, подписывайтесь, ставьте галочки, колокольчики, и вот там еще есть уведомления одни рядом, их тоже надо поставить, потому что иначе YouTube работает неправильно в плане уведомлений. Вот, ну и, конечно же, жду всех на Patreon, кому это интересно, кому не интересно, тоже жду. Вот, ладно, давайте.
Всем пока. Где там камера? Всем пока.